Привет, мои дорогие девочки! У нас сейчас будет с вами гадание на колечках. Я смотрю, вам это нравится тема. Ну и сейчас мы выбрали с вами 3 колечка. 3 золотых, девочки, это золото. Но здесь я вот камушки взяла такие, чтобы было с фиолетовым камнем, с красным камнем и с таким вот цвета Лондон Топаз называется. Это такой, знаете, м, сине-зеленый и чуть-чуть, вот чуть-чуть отдает фиолетовым. Вот такие вот колечки. Мы с вами на них будем сейчас гадать. Но взяли еще такое интересное таро. Таро Иеронима Босха. Это такой средневековый, очень талантливый художник, про которого уже... Это легенда, про которую говорят, что он увидел ад, и он был прав на самом деле, потому что так, как он его описывает, действительно, знаете, вот через картины даже его можно многому чему такому научиться. Ну что, мои дорогие, давайте погадаем, а я потом вам расскажу, как использовать колечки для привлечения любви, любовной удачи, так как я ими пользовалась для того, чтобы у меня была любовная удача. Ну что, давайте с вами сначала погадаем. Это вот такое кольцо, может, вам зайдет. Давайте немного помедитируем, а вы выберете, как будто вот вы примеряете эти колечки, представьте, да, и мы с вами выберем. Вот такое вот кольцо. Это старинное кольцо, девочки, моей бабушки. Это бабушка мне подарила. Еще когда я маленькая была. Сразу мне его не дали, я просто его выбрала из-за камня, да. Мне его сразу не дали, но потом, когда я выросла, мне его отдали. Может быть, у кого-то из вас тоже есть такие вот колечки. Если вам нравится вот фиолетовый камень, форма этого кольца, выберите это. И мы погадаем с вами на золоте, на любовь, на нового мужчину, на новые знакомства. Что будет идти на картах Иеронима Босха. Так, другое колечко. Вот такое, девочки. Даренное это кольцо. И причем, знаете, вот я вам показываю, выбрала именно такие даренные, да, не покупные, а именно даренные кольца. Это такое колечко. Может быть, вам зайдет форма сердечка, камушка, да. Вот главное, мы все равно на золоте останавливаемся. И вот такое вот кольцо. Это, девочки, красный такой, темно-темно-красный камень. Тоже даренное, другим мужчинам не даренное. Вот такое колечко. Какая вам форма больше зайдет, девочки? Такая. Ну что, давайте я сейчас потрясу то, что вы выбрали. И сейчас посмотрим. Так, это будет у нас первое кольцо, первый вариант. Это будет второй вариант. Красное колечко кто выбрал? И это колечко будет у нас третий вариант. И я еще вставлю в видео поближе, как я их верчу, чтобы вы больше, знаете, так останавливались на колечке, на этой форме, да, чтобы больше глубина расклада была. Ну что, мои дорогие, поехали. Это будет первый, это второй, это третий вариант. Ну что, я пока эти отложу колечки, мы гадаем на это кольцо. Опа, положила, оно, смотрите, как интересно встало, перевернулось. Свою форму выбрала. Ну что, поехали. Смотрим, девочки, гадание на золоте, на любовь. На нового мужчину, на новое знакомство. А что будет? Какие мужчины идут? Какие уходят? Какие не нужны? На кого обратить внимание? Ну что, смотрим, мои дорогие. Итак, гадание на золоте, на любовь, на этот фиолетовый камушек. Ну и смотрите, девочки, вы-то у нас заговоренная, оказывается, да?
То есть, на самом деле, либо вы можете уже быть замужем, и вы просто вот решили погадать, да, на эту тему, либо вы в паре находитесь, потому что эта женщина обрученная. Та, которая выбрала это кольцо, она обрученная, она не может быть одна. И одна она не будет. Например, но, девочки, тут вы можете, как говорится, и мужчин часто как перчатки менять, но с другой стороны, даже если вы их и меняете, вы этого не бойтесь никакого осуждения и все остальное. Это ваш выбор, ваша жизнь, ваша вибрация, и так вы считаете нужным своего мужчину выбирать. Если у вас, например, у всех, девочки, есть такие моменты. Кто-то, например, каждые 2 года мужчину меняет. Ну, бывает так, да, пока не найдет того самого. У кого-то 4 года. У меня, девочки, 4 года. Вот так вот проходит, когда я понимаю, что, знаете, мне надо, например, сменить коней на переправе. Так вот, у кого-то 7 лет, у кого-то еще больше. И женщина не должна бояться быть одной. То время, когда она в поиске, когда не приходит сразу мужчина, не надо, девочки, вот так вот, знаете, на безрыбье и рак щука. Надо просто понять, вы даже вот по прошлым своим отношениям можете понять, какой у вас вот средний период, да, когда к вам приходит именно тот мужчина, с которым вы действительно вступаете в какие-то хорошие отношения, где вас, например, ваш, например, будущий муж идет. Так вот, девочки, карта вам выпала обрученной. То есть, хотите вы или не хотите, вы все равно будете в паре, вам все равно предложения будут поступать, либо они уже поступали, и вы выбираете. Для вас это, знаете, гармонично очень выбирать мужчин, и именно те, которые, знаете, хотят с вами именно серьезных отношений, а не просто погулять. Ну вот он, первый ваш мужчина здесь и выпал. Есть, девочки, из новых знакомств. На вас-то заглядывается какой-то мужчина со светлыми глазами. Это голубоглазые, либо светлые какие-то ореховые глаза, зеленые глаза, но сероглазый, либо голубоглазый идет. И причем он такой, знаете, разъездной. То есть у него, он все время где-то ездит. Вот у него либо курьер, либо это какая-то доставка, это водитель, междугородник, международник. Ну, короче, он очень много ездит. И голубые глаза у него, и в этих глазах, в них, знаете, дороги, какие-то поля, степя вижу я. И он, знаете, он такой ничего. 20-й старший аркан тут выпал. Он, девочки, знаете, чего боится этот мужчина? Он бы и предложил вам бы сразу какие-то серьезные, классные отношения, но он боится какого-то развода. Развода в плане том, что вы его кинете, в плане разведетесь с ним, скажем так, да, и поэтому он такой вот нерешительный в этом плане по отношению к вам. Но он все время либо здоровается с вами, вот вы его знаете, кстати, здоровается, здравствуйте, или привет тебе говорит, и все остальное. И девочки, у него-то какие-то проблемы с жильем на самом деле идут, да. Либо он такой вот перекатный, либо это просто он как-то, например, где-то на съемном жилье живет, да, либо это какие-то командировки, либо это даже кабина большегруза, вагон поезда, да, ну или перелеты частые у него, либо это отель какой-то, что-то такое вот у него идет. Давайте еще посмотрим. Гадание на любовь. Колесница выпала еще. Ну, еще вот один мужчина пошел, девочки. Следующий мужчина, который у вас идет, это уже какой-то... Если там был блондин, то тут идет брюнет, девочки. Брюнет, он зимой родился, он тоже к вам неравнодушен. И он, знаете, такой удачный по деньгам, да. То есть, сколько бы у него этих денег не было, богат он или беден на данный период жизни, да, у него все время, вот как деньги сами по себе приходят. Ему всегда хватает на жизнь. Такой интересный, классный брюнет идет вам тоже. То есть я смотрю даже сейчас, и он, знаете, на вас так поглядывает, у него прямо вот, типа, мне есть много что тебе сказать, мне хочется с тобой очень много разговаривать, очень много болтать. Тоже обратите внимание, кто вам часто звонит, какой брюнет, девочки, да, потому что здесь тоже какое-то проявление к вам любви идет. Но
Тут выпал 20-й старший аркан суда, а тут выпал 10-й старший аркан. Я вам скажу, что вот как реагируют на вас вот эти два мужчины даже, да? Они, девочки, не просто таких любовных отношений с вами хотят интима, к примеру, да? Нет, у них какие-то долгоиграющие перспективы. То есть это мужчины, которые действительно смотрят далеко вперед в плане отношений с женщиной. Это у них всегда идут серьезные планы. Это мужчины, которые не бросают слов на ветер. Так что, если кто из вас, например, в свободном поиске сейчас идет, да, вы присмотритесь к тем мужчинам, которые, девочки, есть вокруг вас. Если вокруг вас никого нету, тоже не беда. Вот эти мужчины, знаете, как у меня была одна знакомая гадалка, правда, я ее уже вот давным-давно не видела. Разошлись наши пути, ну, по-хорошему, да, и мы с ней болтали, она, кстати, очень известная, ну, по крайней мере, она не в Ютубе, да, она именно по месту, скажем так, да, и к ней очень много людей ходило и все остальное, и она говорит, когда в раскладе, вот это я запомнила на всю жизнь, да, когда в раскладе появляется очень много мужчин, а их нету, она говорит, я сразу говорю женщине, что значит она может их потерять, если она не будет на том же сайте знакомств, потому что это как картинки идут, и, возможно, это поклонники через интернет. И она говорит, что она многих так людей, девочек, поженила, кто особенно к ней обращался по поводу, там, знаете, кто мой будущий муж и все остальное, да, только из-за того, что когда у нее была череда вот этих картинок, таро, где было очень много мужчин, выпадало у девушки, а в жизни никого, она сразу говорила, так, иди в интернет, иди на сайт знакомств, там ты вот этого найдешь, вот этого, вот этого, вот этого, все. И девочки потом приходили, дарили букеты цветов, все остальное, говорили, все, когда вышли замуж. Именно так. И я вот это запомнила, потому что это применяла даже и к себе тоже. Поэтому, девочки, я вам тоже говорю, если вдруг вокруг вас нету таких мужчин, я вам скажу, они есть. Просто надо вот этот вот круг расширить, да, ничего плохого нету на сайтах знакомств, если зарегистрироваться. Да, там много пишут джумберов, всякого, знаете, немытого золота, как говорится, но тоже много песка через сито надо пропустить, всякого песка натурального, да, для кошачьего туалета. Одни сгодятся, как песочек такой, а другие, кстати, как раз таки то ваше мытое золото будет. Поэтому, девочки, у вас идет по роду, по судьбе, замужество, и причем, знаете, нормальное такое. То есть даже если вы с кем-то разведетесь, вы потом все равно выйдете замуж. Давайте еще посмотрим гадание на золоте, на любовь, на нового мужчину, на знакомство. Кто еще к вам идет, интересно? 19-й старший аркан. Вот еще один мужчина пошел. Вот еще один. И еще один. И, конечно же, выпал второй старший аркан, Верховная Жрица. Это, девочки, мужчины идут к вам как по магниту, понимаете? Ведьмовской шарм в вас присутствует, да. Единственное, что вот я бы, знаете, вот как я могу Верховной Жрице посоветовать выбирать мужчин, девочки? Смотрите, вы притягиваете разных. Некоторые, они идут к вам болезненные, но они просто тянутся к вам, потому что они как бы хотят подлечиться. Понимаете, подлечиться ведьмовскими силами. И они это путают с любовью. Они вот думают, что же меня к ней тянет так? Может, я ее люблю, может, я ее хочу и все остальное. На самом деле, их вот тянет ваша эта ведьмовская сила. Понимаете? И вот это надо понимать и фильтровать. Если пришло, да, то, что не подпитывает вас силами, то, что не решает ваши какие-то насущные проблемы, которые у вас на данный какой-то период времени значит, то жизни есть, это значит, он пришел подлечиться. Если же вы выбираете мужчину для того, чтобы он решал ваши какие-то вопросы, чтобы или вам с ним очень хорошо, и вы вот чувствуете себя приятно, да, так, вот значит, это тот мужчина, который сейчас на данный момент ведьме нужен. И потом он, девочки, он может, знаете, выполнить свою миссию, уйти. Зато вы расцвели, стали сильнее, лучше. И, соответственно, вы следующего мужчину намного себе лучше берете. У вас очень много мужчин вокруг у вас выпадает. Вот такие вот дела. Давайте еще глянем.
Гадание на золоте, на любовь. Давайте еще глянем, что за мужчина здесь выпадает на ваше красивое колечко. Еще один. Король уже пошел. Ну, это брак, девочки, ваш пошел. Выйдите замуж за короля. И еще один такой момент идет. К вам будет неравнодушен мужчина вашей подруги какой-то, либо вашей знакомой. Вот, но это на будущее, девочки, да. То есть это не сейчас, это будет еще в будущем. То есть какая-то женщина, вот она выпадает, и ее муж тоже будет тянуться к вам. Вам главное с ней не ссориться, потому что ее муж вам не нужен будет. Вы с ним ничего не построите, да. Ну и он вообще, в принципе, не интересен. Вам может это льстить, но главное, чтобы не увидела та другая. Понимаете? Потому что та другая, она вам в подруге намного лучше, чем тот ее мужик, который на вас обратит внимание. И причем, знаете, когда это будет? Когда, скорее всего, вот вы замужем, вы обручитесь, либо когда у вас вот будет уже вот этот мужчина или на горизонте, или вот прям уже рядом с вами ваш будущий муж, да? То есть вот эта ситуация может у вас быть, мои дорогие. А так у вас много мужчин, осталось только, как говорится, выбирать, котики мои. Так что одни вы тут не будете 1000%, вам даю. Только выбирайте так, выбирайте тех, с кем вам хорошо, девочки, да. И как только выбираете, у меня уже было много видео на эту тему, но я сразу говорю, выбрали мужчину и говорите ему, подари мне золотое колечко, да. Оно, девочки, сейчас золото не так уж дорого стоит, это, чтобы пойти и не купить, да. Можно даже небольшой кредитик взять, и чтобы купила это колечко. Вон у меня, короче, девочки, знакомый, даже просто, знаете, ну, он просто так усильно ухаживал за девушкой, что он просто вот приносил ей бижутерию, но качественную, да, такую хорошую бижутерию, все, что можно было, тащил, и вообще на нее ничего не жалел. Они уже лет 15 как женаты, 2 детей. Все, мои дорогие, так что держу за вас пальчики, все у вас будет хорошо. Вы выбрали хорошее кольцо, и ваш путь нормальный, не сломленный, не переломленный, ничего плохого не выпало. Вот такой вот ваш вариант. Второе колечко смотрим, девочки, с красным гранатом. Ну что, мои дорогие, давайте смотреть на таро Иеронима Босха. Очень красивом таком таро. Посмотрим. Гадание на золоте, на любовь, на нового мужчину, на новое знакомство. Что ждет? Так, давайте глянем, что выпадает вам. 18-й старший аркан сразу выпал. Я вам так скажу, вы должны мужчину любого выбирать, вот интуитивно, прям телепатия, когда вы понимаете мужчину с полуслова, а он вас понимает. У вас идет очень много знаков, или будет, девочки, очень много знаков, которые будут вас соединять с вашим мужчиной. У вас могут быть похожие имена, либо фамилии похожи, даты рождения, вот какое-то, вот знаете, жилье, автомобили могут быть одного цвета. То есть как бы очень много знаков будет, что вы вот прям, знаете, как одинаковой жизнью живете. Ну, это грубо сказано, одинаковой жизнью, да, но очень много у вас общего всего. 18-й старший аркан вообще в сигнификаторе выпал. Это, девочки, ну вот, знаете, душевный. То есть мужчина идет кармический. И все, я бы даже сказала, вот эти значимые мужчины в вашей жизни, они на самом деле кармические. Но кармические, они, девочки, разные бывают. Одни положительные, которые приносят только счастье. А бывают те, которые вот нас чему-то так учат, и мы проходим вот этот гребаный опыт, скажем так, да, ради чего-то. Но потом это Ой, девочки, еще и Мадонна вам выпала. Императрица. И это, девочки, смотрите, это уже прямо религиозная тема идет, да. То есть вы соединены со своим мужчиной кармическим, либо со всеми своими кармическими мужчинами в жизни. И очень вот вам идут действительно этих очень много знаков.
да. То есть, если вам попадается мужчина без знаков, это не ваш мужчина, понимаете? И вам даже не надо искать вот эти вот знаки, вот эти сходства. Они сами вот прям попадаются. Бери не хочу, это как грибы из леса, да. То есть идете с корзинкой и не то, что там прищуриваетесь там под кустами, смотрите те грибы, да, а они прям вот на вашем пути попадаются, вот эти вот знаки все. Это, во-первых, вы очень сильная и вы очень мудрая, особенно в выборе мужчин, девочки, да. И, вы выбираете мудро в плане того, что даже вот то, что вам попадались, например, какие-то, знаете, из-под коряги, скажем так, всякие бичи, ну, это я грубо говорю, да, которых вы можете обзывать по-разному, там, козлы или еще кто-то, они не просто ж так. Во-первых, они вас забыть все не могут, понимаете? Они, ваши все бывшие, они не могут вас забыть от слова совсем. Они будут шестрить ваши странички, а некоторые могут вам мстить своими кулачонками, махать где-то издалека, да. Некоторые будут скучать, некоторые под дом приезжать, там звонить в домофон и молчать, или там в трубку дышать, девочки. Вот это вот ваша тема, да. И замечу, что здесь могли быть у вас и мужчины, которые вас ненавидели. Даже в те же в школе, к примеру, знаете, такие всякие с буллингом связаны или там еще какие-то мужчины, которые вас ненавидят, да, или ненавидели, или как-то у вас не сложились. Это даже не какие-то отношения, а недоотношения, но вы настолько врезались им в память, что они вот всю жизнь с этой ношей живут. Понимаете? И вот если вы кого-то ненавидите, если вы кого-то вот прям не любите, и вот те, которые бывшие в вашей жизни были, или те, которые вас обижали где-то, у них это очень тяжелая ноша. Причем, когда вы их вспоминаете, либо вдруг они в каком-то неприятном сне, в холодном поту вам приснятся, это говорит, что им плохо, понимаете? И они с этой ношей все время живут, понимаете? И они могут думать, что вы на них там колдовали, наводили привороты и все остальное. Даже вы, если вы ничего не делали, потому что вы на них, знаете, болт большой ложили кожаный, да, мужской, они просто вот несут ношу. Искупление какое-то, искупление перед вами. Вы выпали такой вот Мадонны, понимаете? Давайте еще посмотрим. На новое знакомство все-таки гадаем. Давайте посмотрим. Влюбленные сразу выпали. Я не знаю, девочки, а вы кто? Скажите мне, пожалуйста, кто вы? Кто ты, дева? Потому что у тебя такие выпали карты, что просто офигеть. Они все волшебные, они все такие, знаешь, карты святости какой-то. Это известная, очень статусная женщина среди мужчин. О вас много говорят мужчины, вас хотят, за вас борются, за вас дерутся, за вас какие-то там, знаете, между собойчики, турнирчики, мордобитие и все остальное устраиваются. Устраивались, устраиваются и будут устраиваться. Даже когда вам будет 60-70 лет, да, дело в том, что за вас даже вот старички помахаются. Вот я вам серьезно говорю. Причем на каком уровне? Там может вот более такие те, которые на физическом уровне могут решить какие-то проблемы, они на физическом уровне будут друг с другом расправляться, да, охотники какие-то. Будут такие, которые вот просто будут в азарт какой-то входить, соревноваться с другими мужчинами ради вас. И когда вы с каким-то определенным мужчиной, этот мужчина будет просто, понимаете, как на собаках пастух от своей овечки отгонять всех, кого только можно. Из минусов, то я вам скажу, что, скорее всего, у вас такие мужчины-собственники, ревнивцы, и вот просто, девочки, будьте к этому готовы. Но есть такое очень важное замечание. Для того, чтобы был мужчина, вот если девочки, вы сейчас в свободном поиске, вот на это обратите внимание, да, на мужчину нужны жизненные силы. Понимаете? И жизненные силы крутые, потому что мужчина это такая
божья тварь, ну, так как у вас немного такой, знаешь, религиозный подтекст есть, то можно так сказать. Если у вас очень много жизненной силы, этот мужчина будет преклонять перед вами колено, никогда не поднимет на вас руку, не закричит и все остальное, будет вот ваш дрессированный котик. Если, девочки, у вас мало жизненной силы, и вы не в состоянии его, знаете, вот просто не хватает сил, чтобы вот быть такой вот прям стержневой и сильной, то мужчина может какой-нибудь пытаться где-то вас ограничивать, будет каким-то абьюзером и все остальное. И по карте Луны, которая здесь выпала, да, он будет сходить с ума. Есть один такой момент, это плюс или минус, вам решать, да. Но дело в том, что мужчины рядом с вами могут реально сходить с ума. Понимаете? Или у них идет жизнь под откос после вас или с вами, или наоборот, вы его вот держите своей жизненной силой, ведете вверх, продлеваете ему жизнь, оздоравливаете даже его, причем без ущерба себе. Вот это самое, девочки, основное у вас здесь. Поэтому для вас выбор мужчины в будущем, на самом деле, он имеет вообще ключевое значение для вашей силы. Дальше, вы выпали императрицей. И здесь императрица в Таро Иеронима Босха, это, девочки, Мадонна, да, Мадонна с непорочным зачатием. Это говорит о том, что вы либо есть мамочка многих детей, и причем вы очень хорошая мать, да, или, девочки, вам предстоит вот это вот материнство, или даже если вы уже в том возрасте, как будто бы, ой, какие дети, или я не хочу детей, или еще что-нибудь, вы говорите, да, у вас все равно будут эти дети. Хотите вы или не хотите, у вас, вот вам как-то, скажем так, Бог, да, высшая сила, вам все равно дадут детей. Какими бы они ни были, у вас будут дети. Их либо много будет, либо это наставничество какое-то будет, либо, девочки, вы усыновите, удочерите кого-то, или, ну, короче, у вас вот это вот идет. И это ваше даже какое-то такое вот предназначение. Понимаете? И поэтому, и вот мужчина, он относится не к детям, за которыми вы будете, знаете, так что-то убирать, все остальное. Здесь вот лучший мужчина у вас будет, когда у вас максимальные жизненные силы. Так что вот вам лучше всего, на самом деле, заниматься вот первым делом, вот карьерой своей, работой, творчеством, бизнесом, да, все для развития себя. И чем вы сильнее, тем лучше у вас мужчина идет. И вот этот мужчина будет ваш помогатор, да, по жизни для того, чтобы реализовать вашу вот эту вот ваше кармическое предназначение, мои дорогие девочки. Если у вас уже есть детки, и вы ищете мужчину себе, да, ну вот что-то не сложилось, например, с каким-нибудь предыдущим, там, или с отцом ребенка, или с кем-то, да, обратите внимание, вам надо вот прям много-много для себя любимой делать. И вот когда вы такая сильная, цветущая, да, сами себя, как говорится, подняли, и в этот момент у вас складываются хорошие кармические отношения. Если вы вступаете с мужчиной в отношения, когда вам плохо, вы сутулитесь, да, там как-то приуныли, или еще там плохое настроение, все остальное, ну, подвернулся какой-нибудь мужчина вам, этот мужчина будет вас ограничивать, ревновать, абьюзить, там, ну, короче, где-то вам закрывать даже ваши где-то такие пути. И смена вот таких мужчин идет, пока женщина не поймет вот это свое предназначение. А мы тут, девочки, с вами здесь это предназначение поняли. Ну, давайте еще посмотрим. Давайте глянем еще. На будущих давайте посмотрим. Гадание на золото, на будущую любовь вашу. Ничего себе. Во-первых, вам выпало 3
да, мужчины, и это, девочки, будет выбор ваш. И обращу внимание, что вот даже карты сейчас говорят, на какой стадии вы находитесь по своей силе. Если вот от одного, это когда ты слабая и никчемная, скажем так, до 10, когда ты топчик, то ты где-то на семерке, на восьмерке сейчас находишься, да. То есть и у тебя идут мужчины вот на твою семерочку, восьмерочку по твоей силе, да. Смотри, кто идет. Какой-то торгаш, мужчина, который чем-то торгует. Потом идет какой-то мужчина, который часто меняет работу, либо не работает вообще. И дурак, реально дурак идет. Дурака не берем, девочки, вот этого безвольного, не работающего, не работящего, который ни дом не построит, знаете, сам себе шнурки не завяжет. И идет верховный жрец. А это, девочки, какой-то преподаватель, какой-то вот директор, какой-то начальник, который очень много взвалил на себя ответственность, и он больше работает с мужчинами, нежели с женщинами. Но он такой уже поотесавшийся. Давайте еще, девочки, глянем. Это те мужчины, которые на вас обращают внимание вот сейчас, да, и будут обращать внимание. Какой-то один, девочки, возможно, который участвовал в каких-то боевых действиях, тоже мужчина идет. Но вот там будет такой проблемный момент, что вам для него нужны будут силы. Он очень ослабленный здесь идет, да, и на него, конечно, нужна очень жизненная сила ваша, которую вот с семерки, восьмерки не хватит. Надо будет больше, знаете, из себя что-то такое вот представлять. Ну и вот этот 11-й старший аркан силы вам и выпал. И когда он вам выпадает, вот когда вы не на десятку, а на 11-ку будете, вот, ваша сила ведьмовская тоже идет. Королева Пентаклей вы выпали. А с кем? Здесь колесо фортуны, нифига себе карты у вас. Королева мечей, разящая вы выпали. И еще на обручение с королем, ягодным королем, Лилит, девочки. Это, смотрите, кого вам надо выбирать. Вот такого ведьмака. Девочки, между нами. Ведьмака берем. Поняли? Поняли? Вы его сразу узнаете, вы сразу его поймете, кто он и что он, девочки. Только единственное, вот этих вот, знаете, я бы не брала вот этих мужчин, которые мы с вами обращали. А вот этого верховного жреца, в принципе, в себе в служение я бы взяла. То есть, смотрите, пусть он не обещает ничего, от него не надо ничего хотеть, да, но пусть будет. Это мужчина при деньгах, который и там в путешествие вас свозит, и машину починит, ну и, короче, где-то что-то можно сделать. Ну, короче, у вас идут мужчины, разные девочки идут, характерные идут, да. Единственное, что очень советуют вам карты здесь, да, больше уделять внимание себе. Вот вообще себя вот прям раскачивать, понимаете. Я бы вам даже больше сказала, там, например, каждый день какой-нибудь фитнес, каждый день там танцы, сауны, бассейны, загары там, короче, вот даже вот чисто внешне вы себя так ласкаете всякими процедуриками, со всем остальным, да, и это, а потом все остальное, там, бизнес, идеи, трудолюбие, все остальное, оно подтягивается, когда вы вот прям, знаете, себя вот так вот, как Клеопатра, понимаете, обмазываете вот этими аромамаслами жизни, хорошего настроения и все остальное. Вам надо вот вкладывать силу в себя, и мужчина прицепится к вашему ароматическому, как говорится, на вас маслу, именно тот, который нужен вам. То же самое, что на дезик фа придет один мужчина, а на дорогие духи какие-нибудь придет другой мужчина, девочки, знаете, это тоже. Вот такой вот ваш вариант, такое ваше колечко. В принципе, у вас с мужчинами неплохо все, но вы идете, девочки, у вас классные такие грядут перемены в жизни, они связаны вот с какими-то чудесами, с вашей силой. Ну, не то, что возможно, вы 100% обладаете какими-то сверхчудесными способностями, но пусть они будут рядом с вами, развивайте их, себя развивайте, вы все это увидите. Мужчина здесь на самом деле не такой уж и главное. Главное вы. Вы та звездочка.
Венера, понимаете? Вот такой вот ваш вариант. И третье колечко, девочки. Кто загадывал это колечко? Давайте с вами посмотрим и погадаем. Это у нас гадание на золоте, на любовь, на нового мужчину, на знакомство. Что, да как, да почему. Давайте глянем, что скажут карты. Это Таро Иеронима Босха, напоминаю, средневекового, очень крутого художника. Загадочного очень, но такого манящего. И давайте глянем, да? Итак, сигнификатор вам какой идет? Короче, девочки, вы у меня, оказывается, разящая ведьма. Ведьма, которую нельзя обижать. Вот сейчас, в ближайшее будущее, вот любой человек, вот любой, который вас попытается обидеть, ему настолько прилетит, что так не прилетало никогда. Понимаете? И никому. Хотела сейчас черной шуткой пошутить про падающий самолет, но не буду. Короче, дальше давайте посмотрим еще. Ну да, и карта мага идет сразу. Но вас нельзя обижать, потому что вы вот сейчас разящая ведьма. И вот уже пошли ваши мужчины, девочки. Смотрите, как они к вам идут, интересно. А они идут вам ночкой. Ночкой темной. Лучшие ваши мужчины сейчас будут у вас знакомство ночью, как ни странно. Это может быть интернет-знакомство, там знакомство в клубах или еще что-то, да. Но обратите внимание, что именно ночные знакомства, ночные мужчины, это, девочки, те мужчины, которые будут к вам вообще максимально неравнодушны. Знаете, могу вам посоветовать такой момент. Если вы находитесь в поиске мужчины, те же сайты знакомств и все остальное, если вот днем вы сидите, там вот не то. А вот те, которые ночью приходящие, или у вас диалоги какие-то ночные, по ночам идут, по вечерам, именно после захода солнца, когда вы так, знаете, а вы будете сейчас замечать, или уже замечаете, что вы к вечеру меняетесь, да? То есть днем вы одна, а вечером совсем другая. Вечером у вас очень много мыслей в голове, и то, и все, и планы на будущее, да? Вечером самое такое продуктивное время для вас настает. Даже если вы жаворонок, или вы вынуждены вставать, например, на работу рано утром и рано ложиться, но вот это даже небольшое время, когда стемнело, это ваше время ваших свершений, и там находится именно много хороших, девочки, мужчин для вас. Давайте еще посмотрим. Гадание на новых мужчин, новые знакомства. Еще один мужчина выпал. Еще один. Девочки, а что ж такое-то? Они просто липнут, как мухи, летят к вам. Барон, король, рыцарь. Но вот это вы, девочки, выпали. Двумя картами вы выпали. Давайте мы больше рассмотрим сейчас вас, да. Вы королева мечей и маг. Да? У вас сейчас ваши способности, вот вы хотите, не хотите, вы можете даже их не замечать, эти свои ведьмовские сейчас способности. Они будут проявляться именно, когда вас кто-то обидит. Или вы затаили обиду, либо злитесь на кого-то. И вот в эти моменты будет очень сильно срабатывать вот ваша природная магия. Понимаете? Будет, и она где-то будет избивать за поворотом любого вашего обидчика, будь то женщина, мужчина, или там оно, или кого-нибудь еще. Имейте это в виду. Вы даже можете не замечать, вам может даже судьба не показывать то, что вот как она кого, как говорится, грызет кому горло, да, на самом деле. Но это будет происходить. Так, ну даже минимум ближайшие 2 месяца, это точно, девочки. Просто знайте, что если кто-то вас обидит, либо вы на кого-то злы, ну, или думаете вот так, ему кранты. И в это время, девочки, смотрите, король of books, король книги, baron of berries, барон ягод, да, король монет и рыцарь.
ягод. Очень много мужчин, и причем все выпадают с любовью. Это, девочки, знаете, через одного любовные карты идут. И так, да, это могут либо 4 мужчины быть, которые вот прям, знаете, очень льнут к вам на уровне физики. Вы сейчас, может, вы духи новые купили, вы очень вкусно пахнете, либо, девочки, что вы немного пополнели, либо похудели. Вот вы сейчас, знаете, очень сильно привлекаете мужчин именно, когда они на вас смотрят, и они вас хотят. Хотят в самом в таком прямом смысле, понимаете? Иногда даже, кажется, грязно хотят, мечтают о вас, да? Они хотят завладеть вашим телом, они смотрят на ваши ноги, на ваши руки, и вот на ваше декольте, или, например, на живой... Ну, короче, даже если вы боком где-то в магазине стоите, мужчина, который придет сзади в очередь за вами станет, он будет тяжело вам дышать в спину, потому что он будет рассматривать вас для этого. И вот так вот мужчины на вас, девочки, смотрят, где бы вы ни были, понимаете? Давайте еще посмотрим. Новые знакомства какие. Не так уж и далеко, мои дорогие. Смотрите, 7-й старший аркан и 18-й старший аркан. Не так уж и далеко ваши очень серьезные отношения. То есть вы уйдете, кто свободен, девочки, скажем так, вы скоро уйдете в эти какие-то очень долгие отношения, которые у вас долго растянутся. Какими они будут? Это не будет прям такой скорый брак, но это отношения, которые приведут к браку, да. Это, девочки, опять луна выпала, то, что я вам сказала про то, что ваши мужчины ночью идут. Дело в том, что даже и ваши отношения будут они как-то раскрываться именно ночью. Знаете, как папороть кветка расцветает именно одну ночь в году. Или есть такие ночные цветы, девочки, да, и ночная жизнь ночных мотыльков тоже сюда, да. То есть кто сказал, что жизнь прекращается с наступлением тьмы? Как раз таки у вас с наступлением тьмы эта жизнь и начинает прямо, знаете, распускаться, мои дорогие. Или вы начинаете распускаться с наступлением ночи. А так как мы сейчас весной с вами гадаем, девочки, скоро вот эти теплые и весенние, и летние вечера начнутся. Прям какой-то мед один у вас идет. Давайте еще посмотрим. Новые знакомства, новые мужчины. Еще один идет. И еще и барон, и король, девочки, выпадает вам. И карта иллюмината, но это 9-й старший аркан, это отшельник, мои дорогие, идет, да. То есть, смотрите, ночи бывают разные, ночью всегда вам будет хорошо, но вот будет какой-то мужчина, и у него будет вот что-то связано со зверем. Он может какой-нибудь клык носить на шея в виде амулета, либо он будет называть себя одинокий волк, да, или там как женщина, одинокая волчица, там, ну, короче, вот это будет какая-то приверсия мужчины. То есть я бы вам посоветовала не вестись, девочки, это совсем не мед. Выпадает вот этот отшельник. Мужчина, который как-то связан со зверьем. Фамилия Зверев. Мишки в лесу. Шишкин, там какой-нибудь Белкин, Собакин, там, или еще что-нибудь. Вот, девочки, все, что связано таким со звериным, он будет липучий, и это тот, который захочет на вас охотиться и взять вас вот так вот ночью. Это может быть какой-нибудь извращуга, маньяк, да. Поэтому, девочки, вот на всех вот этих мужчин что-то звериное, и татуировки со зверями, тоже обратите внимание, не идите с ними никуда, да, не имейте с ними никаких отношений, никаких сношений, потому что это разрушитель идет. Разрушитель, девочки. Давайте еще глянем, кто вам еще такой интересный идет. Да. Девочки, к вам идут мужчины. Среди этих мужчин
все такие хорошие, которые вот комплименты, которые хотят вас, вот реально хотят, да, но они безобидные. Один идет обидный. И поэтому я так смотрю, и я понимаю, почему вам выпадает вот эта королева мечей, да, потому что вот вы уже сейчас, ваше тело, ваша энергия, она готовится к сопротивлению по отталкиванию какого-то зверя. Понимаете? То есть один зверь какой-то идет, и вот ваша уже, вот вы еще можете вот просто на гадание сейчас зашли, не ля-ля-ля, там как красная шапочка с пирожками, да, а тут я вам уже рассказываю, что ты сейчас понесешь пирожки бабушке и встретишь этого волка. Да, его потом твои личные лесорубы топорами замолотят. По-моему, его даже в английской сказке, насколько я помню, девочки, его зарубили, через деревню пронесли, чуть ли не там освежевали, и, по-моему, волка съели лесорубы. В оригинальных сказках, если на оригинальном языке их читать, девочки, там такое есть. Про 3 поросят, я вам скажу, там вообще упадете в обморок, когда узнаете не перевод сказки такой, который мы все знаем про 3 поросенка, а ту правду. Понимаете? Волк там был сварен и съеден, кстати, ниф-нифом, наф-нафом и нуф-нуфом. И тут вот карты показывают, что сейчас вам ваше тело, оно готовится, ваше провидение, силы, которые вас защищают, они готовятся и точат девочки ножи свои, или заправляют бензопилу, которые потом кому-то, как говорится, проведут по чему-то, по шее, к примеру, да, или там еще где-то по ребрам. То есть за вас вступятся высшие силы, как только вас кто-то попытается обидеть. Но я вам сразу говорю, на кого обратить внимание, кто может это сделать. Поэтому, девочки, на таких мужчин, как только увидели, все, разворачиваемся, уходим, говорим, что у нас там это вот приехало 3 моих дяди. Они тройняшки были, и все занимаются боксом. Я пошла домой, извини, короче, девочки, да. И вот так вот от этих мужчин отклеимся, если вдруг они к вам приклеились. Вот такие дела. Так что, девочки, впереди интересная жизнь у вас. И помните, что у вас есть в защите высшие силы, которые уже готовы спасти Красную Шапочку в тот лес, в который вы еще темный не зашли. Но зайдете. Вот такие дела, мои дорогие. Все, котики. Пока-пока.